Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Луна всегда манила людей своей загадкой. Это не просто ночное светило, отражающее солнечные лучи, но и уникальный спутник Земли, который играет важную роль в формировании нашей планеты и жизни на ней. Уникальность Луны заключается в исторических, научных и даже философских аспектах, которые составляют ее многослойную природу. В этой истории мы разбираемся в таинственном происхождении Луны, ее влиянии на Землю и возможных интригующих теориях, стоящих за ее существованием. Согласно современным научным представлениям, Луна – единственный крупный спутник землеподобной планеты в нашей Солнечной системе. Это делает ее уникальной, ведь ни одна другая планета, подобная Земле, не обладает таким значительным спутником. При этом Луна является пятой по размеру среди всех спутников планет. Но ее размер таков, что радиус Луны составляет более четверти радиуса Земли. Это соотношение необычно для космических масштабов, и именно это делает Луну такой необычной. Существуют разные теории о том, как сформировалась Луна. Одна из самых распространенных предполагает, что она возникла в результате катастрофического столкновения протоземли с другой протопланетой, размер которой был сопоставим с Марсом. Этот удар выбросил огромное количество вещества на орбиту Земли, которое затем слилось и образовало Луну. Ученые исследовали образцы лунного грунта, доставленные на Землю астронавтами, чтобы выяснить состав Луны и доказать эту теорию. Однако не все согласны с этой теорией, и исследования продолжаются, вызывая множество вопросов о нашей Солнечной системе. Некоторые ученые высказывают альтернативные гипотезы, утверждая, что Луна могла образоваться из материала, который оставался после образования Земли, и что эти процессы были гораздо более сложными и многогранными, чем представляется на первый взгляд. Таким образом, Луна остается неразгаданной головоломкой, ждущей своего решения от будущих поколений астрономов и геологов. Исследования показывают, что спутники планет-гигантов, такие как Юпитер и Сатурн, формируются другим образом – через аккрецию из протопланетных дисков. Эти диски представляют собой облака газа и пыли, которые окружают молодые звезды. Однако Луна, как мы узнали, попала в другую катастрофическую категорию формирования. Научные исследования подчеркивают, что крупные луны не могут образовываться из полностью испаренных дисков, что является следствием разнообразия гравитационного влияния на их формирование. Понимание того, как происходит образование Луны, кардинально изменяет нашу точку зрения на природу спутников в космосе. На планетах, где гравитация сильнейшая, как, например, у Юпитера, она действует на свою пользу, помогая создавать более мелкие и взвешенные спутники. Однако для каменистых планет, подобных Земле, существуют свои ограничения, связанные с массивностью и температурой. Это открытие меняет наше представление о возможности формирования подобных спутников у других каменистых планет и служит важным источником информации об их эволюции. Вопрос о значении Луны выходит за рамки просто астрономической наблюдательности. Крупная Луна необходима для стабилизации вращения Земли, что критично для формирования условий, необходимых для жизни. Эта стабильность, в свою очередь, регулирует климат, время суток и многие другие аспекты, связанные с развитием экосистемы на нашей планете. В 2003 году некоторые исследователи предложили рассматривать систему Земля, Луна, как двойную планету. Эта идея одновременно интригует и вызывает дискуссии. Размеры Луны и ее орбита в значительной степени определяют ту концепцию, по которой Земля и Луна могут быть воспринимаемы как единое целое. Однако важно отметить, что это предположение не является научным и зависит от определения терминологии. Действительно, это вызывает споры даже среди ученых. В ходе обсуждений стало ясно, что необходима определенная четкость в терминах «планета» и «спутник», а также в правилах их определения. Научное сообщество применяет различные критерии к определению планет. Например, Международный астрономический союз выделяет 3 основных критерия: орбита вокруг Солнца, шарообразная форма и расчистка окрестностей орбиты. К сожалению, Луна не может удовлетворить всем этим требованиям, так как ее орбита частично расчищена Землей. Это создает отдельные вопросы о том, насколько полезно разрабатывать строгие определения для объектов в космосе. В некоторых случаях это скорее вопрос идеологии, чем строгости науки.
Хотя вопрос о статусе Луны сейчас обсуждается, мнение о том, удовлетворяет ли Луна критериям планеты, расходятся. Статья 2017 года утверждает, что Луна может считаться планетой на основании ее массы и формы, но ее статус подвергается критике из-за авторства и репутации издания, в котором она была опубликована. Примечательно, что статья вызвала обсуждение среди конспирологов, которые увидели в этом высоком статусе Луны основы для своих теорий о ее искусственном происхождении. Этот феномен показывает, как наука может перерастать в социокультурные нарративы. Многие исследователи подчеркивают необходимость уточнения и переосмысления относительных понятий в астрономии, чтобы избежать дальнейших недоразумений и способствовать разработке единого подхода к классификации небесных тел. В то же время общественный интерес к Луне постоянен. Ее исследуют не только ученые, но и простые граждане, стремящиеся понять собственное место во Вселенной. Научно-фантастические романы, фильмы и другие массовые культуры продолжают вдохновлять людей на мечты о будущем взаимодействии с Луной. Эти идеи переплетаются с мифами и легендами о Луне, что придает ей особый аромат, привлекая внимание не только ученых, но и романтиков. Интригующий аргумент конспирологов заключается в неоднородной глубине кратеров Луны. Они заявляют, что если бы Луна была естественным спутником, кратеры должны были бы иметь разную глубину в зависимости от их размера. Однако на практике все кратеры представляют собой явный пример интересного явления. Глубина крупных кратеров может достигать нескольких километров, в то время как меньшие кратеры остаются малозначительными. При столкновении Луны с крупным телом выделяется огромное количество энергии, которая заставляет породу вести себя как жидкость. Гравитация Луны также имеет оценимое значительное влияние на формирование кратеров, что вызывает надежное распределение глубины. В результате, под действием гравитации Луны кратеры корректируются и, как следствие, буквально размягчаются, что делает их глубину более равномерной. Тем не менее, это не исключает возможности существования таинственных и необычных образований на самом спутнике. Специалисты продолжают находить новые образцы лунных пород и проводить их анализ, получая все больше информации, раскрывающей тайны Луны. Каждый новый анализ открывает новые горизонты знаний, заставляя ученых возвращаться к различным теориям о ее происхождении. Недавно проведенные исследования также указывают на то, что гравитация Луны не позволяет кратерам оставаться слишком глубокими. Форма Луны стремится к идеальному шару под воздействием этой силы, что создает уникальный ландшафт. Этот аспект подчеркивает важность гравитации не только в процессе формирования кратеров, но и в создании уникальных геологических особенностей Луны. Сравнив Луну с другими небесными телами, ученые могут обнаружить еще больше уникальных характеристик. Например, у более массивных планет, таких как Юпитер, гравитация значительно сильнее, что влияет на формирование их спутников. Анализируя это, можно заключить, что каждая планета и ее спутник имеют свою уникальную механическую историю, которую предстоит еще полностью раскрыть. К тому же, существует прямая связь между гравитационными силами и условиями, которые необходимы для образования жизни. Луна играет свою уникальную роль в этом процессе. Без ее стабилизирующего воздействия Земля могла бы столкнуться с гораздо большим количеством катастроф и колебаний, что могло бы негативно сказаться на развитии жизни, как мы ее знаем. Уникальность Луны заключается не только в ее величии, но и в множестве вопросов, которые она порождает. С каждым годом мы приближаемся к разгадке секретов Луны, но все равно остаются загадки, общие для многих веков. Дискуссии о ее статусе, происхождении и влиянии на Землю будут актуальными и в будущем, поскольку астрономы продолжают исследовать ее поверхность с помощью новых технологий и миссий. Луна остается символом безмолвной преданности, бесконечного вдохновения и постоянного стремления познать неизвестное. В этой загадочной симфонии небесных тел Луна занимает исключительное место, ведь она не просто спутник, а объект постоянного изучения, исследовательской жажды и место расположения множества жизненных теорий. Каждый новый шаг в изучении Луны открывает новые горизонты и расширяет наше понимание космоса, обогащая как научное, так и культурное наследие человечества –